Дорогие друзья, добрый день. Мы находимся с вами в роскошном фойе Императорского Александринского театра в Петербурге, потому что здесь открывается в 24-й раз уникальный фестиваль Dance Open. Действительно, фестиваль, который уже почти четверть века делает Петербург настоящей балетной и культурной столицей и умудряется собрать даже в такое сложное время, как сегодня, коллективы из самых разных стран и открывает в этом году фестиваль «Премьера», спектакль, который только что был создан на сцене Урал-опера-балет, а вы знаете, что это сейчас одна из ведущих балетных труп России. И у нас есть возможность поговорить сегодня с авторами этого произведения. У нас в гостях Юлиана Лайкова, главный художник театра «Урал-опера-балет», режиссер и художник, несмотря на свой молодой возраст, уже с очень большой биографией. Здравствуйте, Юлиана. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли эти минуты и пришли к нам в гости. Спасибо. Я, конечно, люблю начать от азов. Расскажите, пожалуйста, когда вас первый раз привели в театр, почему вы вообще решили заниматься этим искусством, в какой семье вы родились и как вы пришли в театр? Ой-ой. Семья, на самом деле, никак не связана с театром. Папы у меня нет, а мама экономист. И семья педагогов. То есть какой-то потенции к тому, чтобы я стала художником, в принципе, ее не было. И никто этого не хотел, скажем честно. Но я почему-то хотела почти с самого рождения быть художником. Мне кажется, года в 3 я сказала, я буду художником, и все. Вот я как раз работала дизайнером в каком-то издательстве, делала какие-то обложки. В общем, это было невыносимо. Ты сидишь у компьютера и думаешь, как сбежать от всего, что происходит в твоей жизни. И мы, в общем, смотрели какую-то передачу, в которой, я даже, по-моему, скажу, это была передача «Встреча на Маховой», и там была встреча мхатовцев, МХТ Чехова. И они так весело шутили, им было так хорошо. Я смотрела на это и думаю, боже, ну я хочу же туда. А что это такое? Клянусь, мне было 19 лет. Я посмотрела на счастливых людей и подумала, что хочу заниматься тем, чем они. Я открыла интернет и думаю, ага, театр. Угу. Что я могу сделать в театре? Ну, я художник. Так, художник. Художник кому-то подчиняется. Кому? Режиссеру. Нет, я не хочу никому подчиняться. Буду режиссером. Так, что должен делать режиссер? Вот это, вот это. Так, но здесь пробелы, здесь надо что-то делать с этим. И я начала наверстывать упущенное. Вы стали ходить в театр? Я мало того, что стала ходить в театр, я стала очень много читать. Я стала читать литературу театральную, я стала, в принципе, читать, смотреть кино. И очень усиленно готовиться к поступлению в театральный вуз. Был почти год до поступления, видимо, значит, это была осень, потому что я не спала ночами, днями и так далее. Я год готовилась и пришла на курс Кудряшова. Он мне сказал, девочка, иди, давай погуляй. Потом, когда я уже пришла к нему в аспирантуру, я ему это вспоминала. Он говорит, вы хорошо попали. Вы попали к Каменьковичу, и вы попали к Диме знаете, Крымову. это судьба. Какая-то непопадание в тот год к Кудряшову, и вдруг попадание потом в аспирантуру к нему. Как-то сошлись звезды сочетания художественного, ну то есть, да, художников, сценографов и обучения вместе с режиссерским обучением и моей личной возможностью учиться и там, потому что я скакала, как не знаю кто, вы бегая прямо вот так. 2 курса? То есть, да? Получилось так, что так как эта мастерская объединена, в какой-то момент была экспериментальная мастерская, потом она уже была и не экспериментальная, но в ней учились сценографы, режиссеры и артисты. И обучение происходило параллельно, а иногда совместно. И когда были параллели, допустим, у нас живопись-рисунок, а тут танец. Я где-то пропускаю танец, но бегу на живопись-рисунок, где-то пропускаю живопись-рисунок, но бегу на танец. И полноценно я сдавала экзамены и как сценограф, и как режиссер. Просто в моменте ты, по-моему, не можешь получить образование совместное, как бы бюджетное, и ты получил образование единственное, вот режиссерское образование, но я защитила дипломы как сценограф и как режиссер, и была бы другая возможность, может быть, их было бы 2. А чем вы защищали как художник? Художник, я делала Гамлета. Как режиссер у нас было 2 работы. Одна совместная с моим однокурсником Егором Матвеевым. Это был «Кафка. Америка».
незаконченное произведение Кафки. И моя работа была «Чайка» Чехова. Когда вы придумывали декорации Гамлета, вы для себя как-то определяли, да, главную идею, о чем это, что А вы это? знаете, очень интересно, я прям сейчас получаю какое-то дежавю, потому что Гамлет у меня был сделан в Александринке. И я даже открыла тут телефон и увидела фотографию себя, лежащей в макете, муторно делая макет Гамлета, зал и сцену Александринки. Сейчас объясню, почему. И думаю, вот прошло 10 лет, и мы находимся в фойе прекрасного театра, который еще 10 лет назад был только в моей фантазии и придумке дипломной работы. На самом деле с Гамлетом у меня из дипломной работы была такая история. Мне было важно показать два мира. Один мир парадный, а другой мир застенный, какой-то правдивый мир Гамлета. И поэтому, в отличие от того, как ты обычно делаешь макет, ты показываешь сценическое пространство. Я распилила театр вот так, поперек, вдоль. Ну, в общем, я распилила его совершенно по-другому. И у меня была и Два часть мира. зала, да, и часть сценическая. Они были контрастно разные, и все произведение происходило на стыке этих двух частей. Интересно. Вы очень много спектаклей поставили как режиссер. Ну, вот я не знала, что вы к этой профессии пришли аналитическим умом, считая, что это тот человек, который сам себе хозяин, никому не должен подчиняться, поэтому лучше быть... Но это было в 19, потом я режиссером. все поняла по-другому. Я поставила какое-то количество спектаклей, не могу сказать, что много, но да. Что вы думаете сейчас об этой профессии? Чем она оказалась такой же, как вы себе ее воображали, а чем она оказалась совершенно другой? Да вы знаете, прекрасная профессия, честно. Мне часто задают вопрос, а как же вы имеете две профессии, и вот как вы умудряетесь лавировать между ними? Я их как-то внутри разделяю, не разделяя. Когда я работаю режиссером, понятно, что мышление художественное помогает мышлению режиссера. Когда я работаю художником, происходит ровно обратная вещь. Но все-таки я там, стараясь работать с режиссером как художник, пытаюсь не лезть в какие-то вещи, не педалировать то, что я бы считала, все-таки прислушивать и в первую очередь отталкиваться, да, от режиссерской мысли. Когда я работаю режиссером, то я вношу эту мысль, и дальше все подчиняется ей. Ну, то есть для меня есть вот это одно правило, есть логика произведения, есть придумка относительно произведения. Для меня важно, чтобы эта придумка отталкивалась от самого произведения и не была какой-то надстройкой или «а давайте а-ля по мотивам чего бы то ни было». Но мне интересно то, что я читаю. В балете мне интересно то, что я слушаю. Я пытаюсь на почве этого придумывать художественный мир или сценический мир, да, когда как режиссер работаю. Чем профессия хороша? Но ты имеешь возможность с нуля придумать что-то новое, имея диалог с автором, музыкальным ли, пишущим ли, и воплощать это на сцене, имея возможность работать с огромным количеством людей, которые тоже подчиняются одному замыслу. Если бы вы сами называли самые удачные ваши работы, ну, не знаю, 3-5, вот вы бы что назвали? Ну, я все-таки считаю одни из последних. Мы говорим сейчас про режиссерские работы. Сейчас пока про режиссерские, потом перейдем к художественной части. Ну, это точно Онегин в Сургуте, это точно Королева в Саратове. Да не знаю, вот как-то о двух последних бы я сказала, потому что как-то они и большие произведения, и мной предложенные произведения, и с моим внутренним миром. Ну, вот. Ну, если у вас есть пьеса, понятно, вы, наверное, ставите пьесу. Вы вообще любите застольный период? Очень. Честно говоря, вот я из тех людей, которые готов потратить время на застольный период, много раскопать, поговорить, придумать на застольном периоде, а потом уже куда-то идти, потому что без этого, ой, как не строятся кирпичики домика. И вы сами себе художник обычно, да? Я стараюсь звать в команду, честно говоря, соавторов. Вот очень много работ я сделала с Хетаком Цаболовым, он был художником по костюму. Чуть сложнее мне с тем, чтобы был художник рядом, все-таки мир я быстрее придумываю. Вы видите пространство. Да, и я понимаю, как я с ним работаю сразу. Мария Сиукаева, хореограф, который со мной работает практически во всех моих работах, и Денис Солнцев, который художник по свету как раз «Каменного цветка». Это вот такая какая-то авторская команда 3 людей, плюс я правильно сказала, 3 людей плюс я, которые
вместе умеет сочинять, нам хорошо, мы вот умеем придумывать. И я стараюсь в этой команде работать. А как вы пришли в балетный театр? А так же случайно, как в И что вы 19 лет увидели? вообще в театр. А вы знаете, тут тоже для меня интересно. Мне позвонили ребята, Богдан Королек, Максим Петров. Сказали, вот мы хотим позвать вас в балет как художника. Я понятия не имела, с кем я разговариваю. Я попросила их прислать CV. В ответ говоря, что я вам пришлю свое, чтобы мы просто вообще поняли, на каком языке мы разговариваем друг с другом. В общем, я присылаю свое CV, вернее так, они мне говорят, не надо, мы видели все про вас. Думаю, ну странно, пришлите свое. Я открываю их CV, честно вижу список художников, с которыми они работали, и думаю, ну при следующем звонке я задам один вопрос. Вы скатываетесь по карьерной лестнице? Что сейчас происходит? Почему вы зовете меня? Я шучу об этом до сих пор. Они увидели, по-моему, в ПТЖ какую-то фотографию работы в Нягане. Мы ставили «Принцессу Турандот». И в художественном смысле это был такой куб, в котором был огромный дракон и артистка вместе. И, в общем, как мне рассказывают, Богдан открыл журнал и увидел картинку, говорит, дракон, ничего себе, где? В Нягане? Что? Кто? Она это еще сделала? Так, звоним ей. По-моему, это было примерно так. Прекрасно. Да, абсолютно случайно. И какие-то дальнейшие наши взаимоотношения, сотрудничество с командой, они выросли от вот такого случайного попадания и какого-то дальнейшего взаимопонимания, умения опять-таки вместе придумывать. Это первая часть марлезонского балета, а вторая часть — я же не понимала ничего о балете также. Ну вот девочка пришла, что-то там смотрит, думает, ну и с чем я буду иметь дело. И это было в Ташкенте, это была работа Максима Петрова «Щелкунчик». Я шла через сцену, и вдруг я слышу музыку и двух танцующих людей на сцене. И знаете, вот это такой же укол. А вы что, не смотрели балет «Щелкунчик», за которым такие толпы в Большой театр? Я смотрела, ну, во-первых, на «Щелкунчик» в Большом театре не попасть, будем честны. Я смотрела «Спартака» очень много лет назад, но я была студенткой так далеко и так высоко, что я не могу сказать, что какое-то впечатление... Нет, я именно про «Щелкунчик» хочу узнать. Что для вас «Щелкунчик»? Ну, сказку вы читали, конечно. Да, но я просто доскажу Да, про этот момент. И я поняла, что, вы знаете, в меня просто попала музыка и два танцующих человека. И я думаю, а вот интересно, это называется моментом «любовь с первого взгляда»? Я думаю, что да, потому что я до сих пор... Мне очень нравится балет, искренне. Я просто с таким удовольствием смотрю на тела людей, придумки и музыку. Но все-таки Петр Ильич вам помог, значит, полюбить это искусство. Он это сделал в первую очередь, да. Ну и возвращаясь к «Щелкунчику», все-таки это опять история про другой выдуманный мир. Это по-другому сконструированный спектакль с другими придумками, опять с нуля придуманный с Максимом, командой, балет. Поэтому он не имеет опять никакого отношения к «Щелкунчику» Большого театра, ровно потому, что это другая хореография и другой художественный мир. Ну вот вообще идея другого художественного мира, куда в частности, наверное, мечтал попасть и Чайковский, который сочинял эту партитуру в очень сложный момент, как вы знаете, своей судьбы. И, может быть, эта фантазия как-то тоже его спасала. Как вам кажется, нужен ли театр как такой выдуманный мир нашей аудитории сегодня? Да, вы знаете, я тут вообще недавно шла по улице и думаю, вот здесь красивее бы можно было сделать, и здесь можно было. Но почему не так прекрасна действительность? Правда, это у меня вот недавно возникшая мысль. И вторая мысль, как здорово, что я имею возможность работать в театре, создавая миры, которые я бы хотела видеть, какие-то другие придуманные образные миры. Но коль я радуюсь тому, что я имею возможность это создать, мне кажется, огромное счастье иметь возможность из реальности иногда выйти. Она у всех такая разная. Но правда, такие разные семьи, такая разная действительность, быт, жизнь, и погрузиться совершенно в другую реальность, что-то почерпнуть из нее, сделать свои выводы, но как-то душой даже вырасти и опять вернуться, может быть, другим вернуться в реальность. Но если меня изменил театр, то я уверена, что он может изменить любого человека. Ну, правда. Поэтому театр должен быть, кино должно быть, искусство, в принципе, должно быть, потому что оно имеет возможность менять людей. Очень с вами согласна.
И вы так пришли в балет, и скорее в балет вы пришли уже как художник. Но, правда, в «Каменном цветке» вы числитесь и как художник, и как режиссер. А в «Сказках Перо» вы тоже были режиссером? Нет, слава богу, я пожалела себя в «Сказках Перо». Нет, там я была художником. Тогда расскажите, вот вы приходите как художник в проект, можно сказать, наступив на горло собственной песни и собравшись подчиниться постановщикам. Да уже нет. Уже иначе относились к этому, да? Что театр – это единое общее какое-то Я буду свой художественный мир выдумывать, я убедю, где мне надо, в чем нужно, или прислушаюсь в другой момент. Вот, когда вы сами режиссер, вы, конечно, все придумываете, про что это будет история, как она будет развиваться, в каком мире она будет происходить. Но здесь все-таки есть другие соавторы. Да. И вот как найти этот вот мир, скажем, «Сказок Перо», он очень необычный, конечно. Я читала ваше интервью, я знаю, что вы придумали и как. Но мне хочется немножко путь размотать, вот эту ниточку, которых так много на сцене. Как вы пришли к этим «Сказкам Перо»? Но вы знаете, тут опять надо отдать должное команде. И вот вы меня правильно спрашиваете, нравится ли вам застольный период. Внутри команды, занимающейся балетом, конкретно там Антон Пиманов, Богдан Королек, Максим Петров. Кого я забыла, не дай бог забыла, проклянут ведь потом. Ну, там были другие хореографы еще, да, рядом. В общем, с Максимом. Ребята, в том числе, но в «Сказках Перо» основание художественной придумки было пока вот этим кругом. Вот этим кругом, да, без Антона. То есть Максим, Богдан. Дирижер с вами не сидит. Про музыку вам никто ничего не рассказывает. Не рассказывает до поры до времени. Там же композитор был свой, да, Анастасия? Да, со «Сказками Перо» скорее так. Пока с музыкой там работали ребята, но и надо дать должное Богдану, он все-таки человек музыкально подкованный. И в какие-то моменты музыкальные он может сказать, предложить, расписать. И видели бы вы вообще те документы, которые он пишет на начало работы над балетом. До секунды, до минуты, изменения сцен, придумок. У нас расписаны сценарии такого количества и качества. В драматическом театре я не видела это давно. Вот правда в такой форме. И уже имея такой... Он как драматург честно и подробно. Он не просто честно и подробно, он перевыполняет план, честно говоря. Я уже не представляю иногда, как я буду без него где-нибудь. Подождите, в какой минуте что происходит? Богдан, где твои бумаги? И я их честно читаю. Это наше все, мы шутим по этому поводу. Он говорит, я пишу, я говорю, я читаю. Имея сценарий, в котором уже есть художественные придумки, которые, конечно, совместно обговариваются. Есть какая-то, скажем так, образный мир, о котором мы говорили, который все равно перекладывается в сценический мир, который должен быть предложен художником. Я его предложила. Дальше он понравился, и мы начали с ним работать, добавляя, перерабатывая, изменяя и так далее то пространство, которое имели, собственно, в «Сказках Перо». И я даже задавала вопрос тогда, а как же 3 разных хореографа, а художник один? Мне сказали, нет, нам нужен единый спектакль в одной стилистике. И мы честно меняли мысли, да, внутри каждого произведения сказки, разговаривали дальше с хореографами каждого куска, все как-то сложилось. Не знаю, не было никаких сопротивлений, все поддались этой придумке. Мне самой было интересно, я спектакль видела на этой сцене. А Гордон Крэг, кажется, когда стал размышлять о том, что такое лес и как его показать в театре, пришел к мысли о том, что, в принципе, достаточно одну палку на сцене поставить, и все тебе поверят, что это лес. А у вас на сцене, балетной сцене, где должно быть много танцев, достаточно, как мне показалось, много декораций. То есть он как бы вот этот лес, он такой... Вообще их нет, на полу-то 0. Извините, задник не считаем. Вы знаете, с таким бы удовольствием я тоже ставила палку только. Я вот думаю, может быть, и прийти так к этой мысли постепенно. В той простоте, к которой пришел Римас Туминас, когда в «Войне и мире» вообще почти пустая сцена. Истина. Вы знаете, я просто помню этот момент. Опять, мне для того, чтобы что-то придумать, нужно уметь читать. И, слава богу, я это делаю. Я читаю произведения, «Сказки Перо», начинаю понимать, в каком мире там это происходит, я понимаю, что это лес, и дальше вторая мысль, которая будет и в мысли про каменный цветок. Хорошо, мы понимаем гора, хорошо, мы понимаем лес. Что делать с этим дальше? Какой оптикой смотреть на этот художественный мир? Я понимаю, я не хочу ставить столбы, я не хочу делать крону, а лес делать как-то надо. Палочки поставить, скорее всего, вот так. Можно даже написать, да? И дальше ты начинаешь осмыслять, понимаешь, что у тебя есть место действия, как тебе это место действия все-таки переложить в образ. И мне очень нравилось тогда в «Сказках Перо» момент, во-первых, сами сказки очень темные и холодные. У меня такое ощущение, что у леса сразу есть
какая-то материальность, что ли, какой-то вот коры дерева-мха. И дальше я начинаю сползать, честно говоря, к дереву в само основание и говорить... Да, давайте, подождите, а почему лес это обязательно только вот деревья? Но это же и макромир, это же мир этих трав практически непроходимый. Это мир каких-то насекомых, животных. И мальчик с пальчик, тоже другая у нас есть ростовка, извините, да, другие масштабы. А давайте вообще смотреть на это другими масштабами. И мы пришли к лесу как таковому в первой своей мысли, это вот к этому макромиру, почему там лампа появилась, да, мы смотрим вот в эту оптику на что-то, вот на каких-то маленьких людей. Ну и потом ты это понимаешь, но ты должен иметь, ну как я так считаю, по крайней мере, в декорации все равно иметь материальность или какую-то материально-пластическо-художественную придумку. Еще там была вторая мысль про бабушку, которая все вяжет, да, сказки читает. Я думаю, как-то это надо сочетать. И вот оно пришло, этот какой-то вязаный лес, сказки, бабушка, макромир выросло вот в эту историю. Это душа леса и такой особый мир. А что такое гора? А вы знаете, это вот что за пространство? Практически тот же самый был первый ход моей мысли. То есть мне сказали каменный цветок, и я, в первую очередь испугалась, потому что думаю, все, что я видела про каменный цветок, имеет зеленый цвет. Потому что мне кажется, у вас зеленого практически нет в спектакле. Да? Усы. Мы очень честно сохранили Бажова. Написано: ковыряешься в зеленом камне, имеешь зеленые усы. Честно, все сделано. Но честно, вот как-то первый раз думая, малахит, зеленая, это же нужно что-то сделать, зеленое на сцене. Эрмитаж, вот эти огромные вазы, мозаики из малахита, колоссальные колонны. Это потрясающе красиво, но не в черном квадрате сценического пространства. Я была напугана. И думаю так, что нас спасает всегда? Читаем произведения. Я к Бажову, я к Прокофьеву, слушать, читать, а там никто не писал про зеленый цвет, извините, можем открыть Бажова и почитать. Там написано про медные рудники, там написано, что малахит добывают на меди, то есть копают гору медную, а она имеет другой цвет. Да, малахит зеленый, но никто не говорит о том, что, значит, мы работаем с каким-то другим камнем, может быть, с этим зеленым, но это маленький зеленый камушек, тогда если правда мы читаем, я думаю, слава богу, я имею возможность работать с другими художественными решениями и цветовыми решениями в том числе. Но и уже дальше, работая над самим произведением, ты понимаешь, образно ты как его будешь решать? То же самое, поставишь гору на сцене, треугольненькую, продолговатенькую, какая у тебя будет гора? Это же, так, мне кажется, уже давно не придумывается мир, по крайней мере, мной точно. Мир должен иметь сценический образ, о ком, о чем, как это сочетается, артист сочетается с миром, как меняет мир артиста, как, в принципе, художественный мир на сцене имеет возможность драматургии. Коль у нас все имеет возможность драматургии, почему сценография нет? А у вас как у художника, я у Кочергина читала, и он это на примере «Русской избы» объяснял, что есть разные миры. Навь, правь, явь, он так про это говорит, то есть верхний мир, наш мир и мир внизу. И это как-то связано с мифологией очень глубинно и связано с невольным, подсознательным нашим восприятием любого пространства. Вы когда смотрите на коробку сцены, у вас тоже есть, вот так миры эти делятся, у вас есть какая-то энергия, не знаю, то, что там Бланчин любил, диагоналии, например, из одного угла в другой. То есть вы чувствуете, может быть, подсознательно энергию вот этого пространства чисто геометрически, сценического пространства. Я думаю, что в принципе сценограф работает не с плоскостью, а имея объем и квадрат в объеме, он имеет не только пол и стенки, он имеет и высоту в том числе, ты волей-неволей думаешь про композицию внутри сценической коробки, так скажем. Но действительно, любая сцена – это практически черная коробка. И она, куда бы ты что ни поставил, так по-разному вообще там стоит. Вы знаете, у меня есть любимый анекдот, рассказал наш зав. Монтировочным цехом в театре. Режиссер репетирует спектакль, и артисту говорит: встань направо. Нет, встань налево, пробегись, сядь на стул, пробегись вот так, в диагональ сцены. Идет к директору и говорит: нет, вы знаете, декорации все-таки нужны. Вот что-то из этого разряда. Куда бы ты ни поставил предмет на сцене и какой он. Вот
вот такого он ростика или, извините, другой. Это так меняет, да вообще-то очень многое может поменять. Просто пустая сцена и стоящее, да просто стоящее копье красное уже мне будет о чем-то говорить. Ты об этом думаешь. Кроме образного мира, я еще думаю о том, вот как-то больно мне от того, что я вижу. Вот опять колет меня. Могу я это, не зря ведь я сейчас не сказала кружочек поставить на сцене, кубик. Это, ну, так спокойно, а воткнуть так неспокойно. И мне кажется, что иногда сценография должна производить это же впечатление. Кроме решения произведения и сценического мира, мне должно быть больно, неспокойно. Со мной в драматургическом смысле должно что-то происходить от сценографии в том числе. Ну, как-то мы недавно шутили, уколоть своей красотой, что ли. Но правда, уколоть, не просто открыть, а там красиво, а как-то в меня попадать. Вы же автор костюмов, да? Угу. Что-то можно рассказать про костюмы в этом спектакле? Да, они, ну, как-то вообще в... Я вот видела у «Хозяйки Медной горы» в трейлере такой большой, как кокон, из которого она выходит. Но все-таки не совсем ящерица. Но, честно говоря, подождите, а сохранена логика капюшона ящерицы практически-то все-таки. Но костюмы подчиняются законам мира. Я честно выполняю... Это подчиняется моей логике, а дальше логике самого мира. Меняется сценографический мир, он имеет свою художественность, это переходит на костюм и меняет персонаж-артиста, иногда пластику, иногда драматическую форму существования артиста. В данном случае костюм подчиняется логике цвета, который есть внутри спектакля, это монохромная база там, начала спектакля, и при открывающемся мире огненная, совершенно другая цветовая гамма. Костюм, конечно же, подчинился этому. И, наверное, вторая вещь, есть структура камня, очень жесткой, такой вообще сланцевой породы, да вообще просто жесткого мира. И в костюме есть эта форма, есть расшитые каменные вещи, есть прям такие кукольно-каменные, жесткие. Есть мягкие. Это тот открывающийся мир, мягкие ткани, летающие юбки, летающая пластика человеческая, подчиняющаяся другому открытому миру. Но как-то вот в моей логике это имело место быть. А как режиссер вы прорабатывали характеры вместе? Да, вы знаете, это... С Антоном? Да, и это, знаете, такая и любовь, и сложность, потому что тут или взаимное доверие, или недоверие. А как в недоверии-то работать вместе? А вот никак, поэтому мы работаем в доверии. Потому что, ну, честно скажем, мы были дадены друг другу с Антоном. И в какой-то момент я вообще не понимала, что это за хореограф. Он вообще не понимал, что это за девочка, пытающаяся ему навязать какой-то там художественный мир. А потом мы начали друг друга слушать и начали друг друга подпускать к артисту, к художественной придумке. Я в какой-то момент приносила и говорила: Антон, смотри, это будет так, а это художественно так. И он слушал. В какой-то момент я ему говорила: мне кажется, вот здесь он бы к ней вот так мог отнестись, и все-таки драматически это было бы сыграно так лучше. И он допускал. То есть, ну, это вот... Я дала руку, а Антон положил руку в ответ, и это важно. И внутри команды это важно, сохранять момент взаимоотношений, взаимных доверий и возможности, пожалуйста, поговори с артистом. Хотела тоже спросить, премьера же только что прошла, буквально только что, да, 2 недели назад. Как вас приняли? Какая была реакция зала? Удалось ли создать тот спектакль, о котором вы мечтали? И интересно ли вам самим привести его было и сейчас открывать фестиваль этим названием? Безусловно. Ну, во-первых, мы благодарны фестивалю за то, что нас взяли в основе своей, не понимая, что за спектакль привезут. Рискнули. Доверили вам. Доверились. А это вот о руке, о которой мы только что говорили. Мы дали руку друг другу, фестиваль дал нам руку, мы эту руку отдали в ответ. И на взаимном доверии вообще строилось все, правда. Было страшно в Екатеринбурге, потому что... Ну, вообще это же Урал, это их все родное, они, наверное, это смотрят каким-то своим взором. И это новый язык, новый пластический язык, новый художественный язык.
как бы отдадут ли тебе руку в ответ зрители, да? Доверятся ли твоей придумке, убедишь ли ты их художественно в этом, убедишь ли ты их пластически, убедишь ли ты историей. Но, вы знаете, как-то, мне кажется, доверились, ну честно, как-то очень много и хороших отзывов, ты видишь реакцию зала, и ты видишь даже, да, ну, мне кажется, как-то все там прошло, тьфу-тьфу-тьфу, правда, хорошо, и я думаю, что это красивый, хорошо придуманный спектакль, талантливая хореография, артисты радуются, прекрасно там Я все думаю, прошло. что, наверное, полюбили этот театр, я так, наверное, скажу. Я думаю, что вы полюбили этот театр, потому что без этого, наверное, вы не согласились бы быть главным художником. Да. Кто вас в этом убедил, почему вы решили этим заняться, и что входит в обязанности главного художника театра? Но тут надо сказать так, в театре давно не было главного художника, и в отделе кадров давно не было документа, а что вообще делает человек, которого у нас нет. Но Андрей Геннадьевич Шишкин, директор театра, как-то позвал меня к себе и говорит: нужно тебя стать главным художником. Я говорю, от таких предложений не отказываются, конечно. Спасибо большое. Боже, что же мне делать со своей жизнью? Да. Мне было комфортно свободным художником быть и не иметь ответственности за людей. А как только ты становишься главным художником, ты сразу имеешь ответственность не только за художественную составляющую огромной структуры театра, но и за человеческую составляющую. Я вступила не так давно в эту роль. Она пока для меня страшна, но я мужественно стараюсь этого не показывать, очень уверенно говоря, что да, буду главным художником. Я сейчас была на одном мастер-классе дирижеров, и вот дирижер молодым ребятам, которые вот первый раз стояли перед оркестром, он им, одному мальчику, говорил: что бы ни происходило у тебя в душе, ты не должен показать своей неуверенности. Как только ты покажешь свою неуверенность, тебя просто нет. Но вообще это закон режиссуры, между прочим. Ты не должен показывать артистам, что ты не знаешь, как это решить или что-то другое. Иногда говорят: лучше выйди, придумай и вернись, но точно не неуверенность. Ровно потому, что если не уверен ты, люди, которые как идут за убедить? тобой, извините, как они за тобой пойдут? Никак. Поэтому я думаю, тут так же, как бы я ни сомневалась, мне не было страшно, надо попробовать. Надо попробовать сделать какие-то вещи внутри театра, что-то, скажем так, попробовать сделать лучше. Я это для себя сказала так: если мне удастся улучшить это, значит, я не зря на этом месте. Если не удастся, я спокойно буду художником свободным дальше. Но, в общем, я пробую ответственно. Предложение поступило, предложение принято. Скажите, пожалуйста, все-таки вы тогда верите, что вы сами строите свою судьбу, или вы верите в какое-то предзнаменование, ну не то что предзнаменование, но какой-то путь, который складывается вот так вот сам, а вы только следуете? Вы знаете, в какой-то момент начала карьеры, и я думаю, что это у очень многих людей происходит, видя, ну, в общем, наблюдая, как сейчас строятся карьеры многих молодых художников, режиссеров, тебе тяжело. Не все двери тебе открыты. Очень тяжело пробиться, что-то доказать, показать. А можешь ты это сделать только когда тебе дают возможность работы. То есть тебе нужно расти, тебе нужно обретать опыт. И с этим опытом ты становишься кем-то. И вот в основе этого, я думаю, что это дорога, которая сделана только твоими руками. Ну, то есть как много ты вложил труда, знаний, умений, навыков и так далее. А в какой-то момент в моей жизни, я это просто вижу не так давно, есть ощущение, даже не случайности, но есть ощущение, что я иногда, вообще не я что-то делаю, иногда что-то происходит само собой. Может быть, это временное, может быть, это одна из частей пути, может быть, это сделанное, да, каким-то другим процессом. Не знаю, но дорога же, она не бывает просто ровной, на ней бугорки, извилины. Видимо, так же. В какой-то момент так, в какой-то так, а сейчас как-то вот так. А вы себе горизонт планируете далеко вперед или вы вообще ничего не планируете? Судя по тому, что я режиссер, еще сейчас главный художник театра, просто художник, который пытается педантично отвечать за все, слово «непланирование» не мое слово. Слово «аккуратность», все правильно должно быть, и четкость – это мое.
я нахожусь в зоне постоянного планирования, потому что мне нужно, чтобы все было на своих местах. Иногда это выходит из-под контроля. Я думаю, ну, может быть, это тот самый момент, когда надо говорить об импровизации в театре. Ну, пытаюсь верить. Чувствуете ли вы себя человеком 21 века и что значит быть человеком 21 века? Вопрос, наверное, надо начать, вернее, ответ надо начать с конца вопроса. Что такое человек 21 века? Я не знаю. С одной стороны, человеческая ведь натура меняется очень мало. Мы смотрим разные произведения. Ну вот Бажов-то писал в 30-е годы, но все это выглядит как самые старые древние мифы, потому что все архетипы-то остаются. Мы читаем греков, и нас это все так же трогает, как и сегодня. С другой стороны, новые технологии, конечно, меняют сознание. Это бесспорно, мне кажется. Вы знаете, я вот так, наверное, отвечу. Я чувствую себя человеком. А какого века вообще все равно? Ровно потому, что мне вообще важен человек как таковой. В сценическом ли пространстве, в человеческом ли пространстве, вообще в жизни ли. Как-то, мне кажется, так не меняется относительно времени. Очень многое можно любить в XIX веке, в XVII и в XXI, но любить. А это качество человеческое, как таковое. Можно испытывать другие чувства. И тут вот можно ценность человека иметь в тех веках и сейчас. Так не знаю, как-то важно просто чувствовать себя им и по-человечески относиться к окружающим. И вообще все равно в каком веке. Ну, настолько легко стало в современных технологических условиях все копировать. Вот где как бы отделить копию от настоящего, где почувствовать настоящее искусство, и как вы для себя это определяете? Это настоящее вы сразу поймете, нет? Вы же, если любите, вы же понимаете, что это не рилс с интернета, правда? Это же то, что тебя, вот как, наверное, в сценическом пространстве колет, попадает. То же самое, но ты же видишь копию. Она, когда появилась нейросеть, помните, так это мило, ты так удивляешься, вау, это какой-то другой мир, только пальцев-то 6. И вроде сейчас пальцев 5, Вот. а глаза безжизненные у людей. Ты почти сразу можешь понять, что это нейросеть. Возможно, мы уйдем в какое-то другое время, где не сможешь. Но душа, она же, ну, вот тут, она как-то должна даже через это проявляться. Но это вот к предыдущему вопросу. Ну вот, поэтому мне кажется, что в театре действительно какое-то совершенно особое состояние души должно возникать в идеале, потому что именно вот эта синергия между сценой и залом, это нам мало что в жизни, ну ничто не может заменить на самом Но деле. опять это глаза одни, глаза другие, и стык этих глаз, мне кажется, это то важное, что мы видим в театре. И когда мы видим театральные работы на видео, да, ты можешь видеть композицию, слушать, понимать, но эта энергия, она другая. Все, ее нет, глаз нет живых друг с другом. Можно ли открыть карты и сказать, какие пьесы вы бы сами мечтали поставить? Ну, Гамлета я очень хочу поставить, это точно. Мне кажется, это просто должен сделать любой уважающий себя режиссер, потому что, правильно говорит мой мастер Евгений Борисович, по Гамлету можно понять, талантливый ты режиссер или нет. Мейерхольд говорил, что режиссеры за возможность ставить Гамлета должны деньги платить. Ну, предложит шучу, театр, мы конечно. поговорим. Посмотрим, кто кому заплатит, я готова. Главное, пусть предложит. Я точно хочу поставить Анну Каренину, я точно хочу поставить Фауста. Это вот 3 базовые вещи, которые просто вот мне скажут, что я из этих 3, ну, «Чайку», ну, 3 базовые вещи, скажем. Гамлет хотя бы пьеса Шекспира. Но что взять из Карениной, а тем более Фауст? Очень трудно. Фауст – потрясающее произведение для меня. Это какой-то взаиморазговор с самим собой, с Богом, с миром. Язык Гёте, не знаю, как-то для меня это просто попытка пробиться из мирского во что-то вертикальное. Ну, это надо долго разговаривать о самом произведении, оно мне важно. В Карениной это человеческая история мне важна. Это какая-то история потерянного человека для меня лично в, да не знаю, попытке жить, быть кем-то и невозможности всего этого, как-то зажатости, травмы, при этом красивая женщина и вдруг оставшаяся одна, брошенная, раздавленная, не знаю. Это так больно для меня, что мне хочется об этом говорить и в художественном смысле, в драматическом тоже. Я бы очень хотела быть зрителем на всех этих ваших постановках. Я обязательно вас буду звать. Как только предложат, вы будете первый человек, второй – мама и вы.
Я тоже хотела спросить, мама, ты уже оценила вашу, Ой, мама, ваш путь, да полюбила что, это очень смешно. Мама – это главный мой критик. Я считаю, что я иногда смеюсь, говорю, я понимаю, зачем ты мне дана Богом просто. Потому что ты только думаешь, ну вроде у тебя что-то начинает получаться. Недавно послала маме фотографию. Юля, это что ты там опять намулевала? Я думаю, все потрясающе, все на своих местах. Хорошо, что есть Что я мама. делаю, что попало, называется. И вот последний, может быть, мой вопрос, или даже не вопрос. Может быть, вы что-то скажете тем зрителям, которые еще и не знают балет, еще в него не пришли, еще его не полюбили. Чем это искусство может задеть, чем оно близко к вам, и почему имеет смысл вообще ходить на балет, и, в частности, посмотреть премьеру «Каменный цветок» Урал-опера-балет на фестивале «Данс Опен» в Петербурге. Мне вот так, да, нужно, наверное, ответить? Можно туда? Ну, в первую очередь, конечно, хочется пригласить всех зрителей и увидеть наш балет «Каменный цветок» ровно, наверное, по одной причине. Он сделан с любовью и о любви, и как-то хочется это отдать. Мне кажется, мы будем рады, если вы придете и увидите то, что нам удалось сделать относительно нового старого произведения, новой старой музыки. И, в общем, приходите, правда, ждем с большой любовью к зрителю. А вообще, насчет балета, мне кажется, это искусство о красоте человеческого тела, о красоте истории, которая сложена, о красоте того, как она рассказана пластическим языком. Но искусство же бывает разное, а вот балет о чем-то важном и красивом. Поэтому я точно рекомендовала бы всем идти в балет и смотреть. Спасибо вам большое. Спасибо Я хочу вам большое. пожелать удачи и вдохновения, и много творческих работ, и как художнику, и как режиссеру. Спасибо большое. Спасибо за интервью. И очень приятно, правда. Это взаимно, Юля. Спасибо вам большое. Спасибо.